Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, благодарим Тебя за эту погоду, благодарим Тебя за эту возможность здесь сегодня находиться. Мы благодарим Тебя за институт, за наших спонсоров, за всех наших братьев и сестер, которые поддерживают нас. Благодарим Тебя за наше правительство, за нашу страну. Просим Тебя мира, спокойствия, благополучия, целостности нашей страны. Также мы молимся о благополучном возвращении наших братьев Вейна и Джея Дона и его жены Мэрили, чтобы они добрались и выполнили то, ради чего они это все собираются делать. Будь с нами, с нашими семьями и помогай нам всегда распространять Слово Твое, как мы будем сегодня и завтра это делать, и в последующие дни. Помоги нам сегодня с нашими тестами, чтобы мы все хорошо сдали. Будь всегда с нами, прощай нам наши грехи, защищай нас от зла. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давай откроем 11-ю песню с желтых столбиков. Брат на кухне и опять. 3-4. Брат, напомни мне опять звуки слов любви, чтоб я сердцем мог понять тайну слов любви. Весь любви польется, к небу дух несется. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Сам Спаситель мир принес звуки слов любви, и гласят в утеху слез звуки слов любви. Без любви вещает, грешный Бог прощает. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Дышат радостью святой звуки слов любви, полны дивной красотой звуки слов любви. Из любви Христовой будет жизни новой. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. И первую песню. Это марш, она поется быстро, бодренько. Давайте взбодримся. 3-4. О, как радостно с Господом дружить, полагаясь на любовь Христа. О, как радостно с Богом в мире жить, полагаясь на любовь Христа. Полагаясь, да прославят Его все уста. Полагаясь, полагаясь.
know you don't have a choice. Выбора у вас все равно нет. I pray good luck to you today as you take your test. Я молюсь о том, чтобы у вас был успешно у вас прошел тест. I hope you have clear minds and smart pencils. Я надеюсь, что у вас хорошо работают мозги, что у вас хорошо заточенные карандаши. My name is Wayne White. Меня зовут Уэйн Уайт. I'm married to Karen White. И у меня есть жена, ее зовут Кэрен Уайт. We've been married 49 years. И мы женаты уже 49 лет. 2 children. У нас 2 детей. 12 grandchildren. 12 внуков. 1 great grandchild. 1 правнук. And I'm very tired. И я очень So I come over here every year to rest. Поэтому каждый год приезжаю сюда, чтобы вот немножечко отдохнуть. To give you a bad time. Чтобы вам не было, чтобы вы не расслаблялись. But I am honored to be here. Но для меня большая честь быть здесь. I very much am like Paul, who said, I thank God through Jesus Christ for every remembrance of you. И вот я, как и Павел, говорю о том, что каждый раз благодарю за каждое упоминание о вас. Because your faith is being heard around throughout the world. Потому что о вашей вере слышали по всему миру. And my brethren at the Web Chapel Church of Christ have heard a lot about you. И вот мои братья в Церкви Христовой Web Chapel очень много слышали о вас. And you have been in their prayers for a long, long time. И вы в их молитвах уже очень долгое время. So I bring you greetings from Web Chapel and its elders and every member. Поэтому передаю вам приветы из Web Chapel, из Селдер, от каждого члена общины. It's an honor for me to speak to you today, and I appreciate the honor. И вот то, что я могу говорить сегодня с вами, это большая честь. Я очень ценю это. I assume you have heard of the detective Sherlock Holmes. Вы, наверное, все слышали о Шерлоке Холмсе. Это детектив. Smart man. Очень умный человек. Да. And his associate, Dr. Watson. И вот у него был друг, доктор Ватсон. I heard one time that they went on a camping trip. И вот я слышал, что однажды они поехали в путешествие And somewhere in the middle of the night, Sherlock Holmes woke up and asked Dr. Watson a question. с палатками. И вот среди ночи просыпается Шерлок Холмс и говорит, спрашивает Ватсона. He said, Dr. Watson, do you see the stars? Доктор Ватсон, видишь звезды? What does that tell you? О чем это тебе говорит? Dr. Watson said, well, it tells me there must be a God. Доктор Ватсон говорит, наверное, говорит о том, что Бог есть. Because nothing else as powerful as a God could make that. Потому что никто более сильный, чем Бог, мог создать это. And Sherlock said, well, what else does it tell you? Но Шерлок говорит, а еще что? He says, it tells me that God must be very, very powerful to make all of that. Он говорит, наверное, что он очень сильный, потому что он смог это все сделать. Does it tell you anything else? Ну, а может быть еще что-то? It tells me, Dr. Watson said, that God must love us so deeply that He made that for us. Доктор Ватсон говорит, наверное, Господь вот настолько сильно возлюбил нас, что для нас это все сделал. So Dr. Watson said, Sherlock, what does it tell you? И вот Ватсон говорит, скажи, Шерлок, а тебе это о чем говорит? He said, well, it tells me one thing. Он говорит, мне это об одном. Somebody has stolen our tent. Кто-то украл нашу палатку. I like that story. Мне нравится эта история. Sometimes I think we're the same kind of person. Потому что мне кажется, что иногда мы очень похожи на таких людей. We very simply don't see the forest because all the trees get in the way. То есть мы просто не видим лес, потому что так много деревьев вокруг. And so my challenge to you today is to see the forest and the trees, see as much as you can see. И вот я хочу ободрить вас сегодня видеть не только деревья, но и то, что они составляют лес, и увидеть как можно больше. But don't overlook the important. Но, пожалуйста, не упускайте то, что действительно важно. The older I get, the more I want to know Him. Чем взрослее я становлюсь, тем больше я узнаю о нем. The older I get, the more I understand the old preacher's comment who said, I want to know Jesus and Him crucified. И вот чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю того проповедника, который сказал, что я хочу знать об Иисусе и о нем распятом. I want to know what He did. Я хочу знать, что он сделал. I want to know where He went. Я хочу узнать, где он. I want to know who He associated with. Я хочу знать тех людей, с которыми он общался. I want to know how He dealt with people. Я хочу узнать, как он обращался с людьми. I want to know the people He dealt with. И я хочу знать тех людей, с которыми он общался. I want to know how He
kept this close relationship between himself and the Father. И я хочу знать, как он сохранил эти близкие отношения между собой и отцом. And so this morning, I want to challenge you to what the Hebrew writer says. И вот сегодня я хотел бы ободрить вас тем, что сказал автор книги Евреев. Let us fix our eyes on Jesus, Давайте взирать на Иисуса, the author and perfecter of our faith, автора и совершителя веры нашей, who for the joy set before him который ради радости, поставленной перед ним, endured the cross, переносил крест, scorned the shame, терпел поругание and sat down at the right hand of the и Father. воссел одесную Отца Своего. Now, I like that passage because, one, you know who the joy of the cross was? Вот мне очень нравится этот отрывок, потому что, во-первых, вот знаете, в чем радость Христа? You know what the joy set before him was? Какая радость была поставлена перед ним? It was you. Вы. Those of you who have accepted him and honored him by accepting him into your life. Все вы, кто приняли его, кто оказали честь тем, что сделали его частью своей жизни. And it's the relationship we can have with God through him. И это те отношения, которые мы можем иметь с Богом через него. And it also tells me that he sat down at the right hand of God. И также это говорит мне о том, что он рассел одесную Бога. And he sat down because he was the only high priest that ever finished his job. И вот он воссел одесную, потому что он единственный первосвященник, который дошел до конца. All the other high priests had to stand the entire time. Остальные первосвященники всегда вот на чем-то останавливались. Their job was never finished. Их работа никогда не заканчивалась. Year after year they had to sacrifice. Год за годом они приносили жертвы. Year after year they had to go before the Father. Год за годом они приходили пред Отца. But Jesus Christ offered himself once for all Но Иисус Христос отдал себя однажды и навсегда. and sat down at the right hand of the Father. И воссел одесную Отца Своего. And yet we so often focus on rules and regulations. И тем не менее, мы так часто обращаем свое внимание на правила и какие-то установления. And I'm impressed with the work that you folks do here day after day after day. И вот я удивляюсь и радуюсь тому, что вы в слове пребываете день за днем. But I want you to understand that unless you know him, what you learn here is of no value. Но я хочу, чтобы вы понимали, что если вы не познакомитесь с ним, то все то, что вы здесь узнали, не будет иметь никакой цены. If all you know is facts, it is of no value. Если все, что вы знаете, это факты, то ничего не значит. Those facts and figures and methods all have to lead to him. Факты, какие-то цифры, методы, все это должно быть подспорьем для узнавания его. And in facts and figures, you don't necessarily see him unless they make you aware of who he is. И просто зная факты, просто изучая какие-то цифры, вы можете и не увидеть его, если вы не думаете о том, кто он такой. And so occasionally you have to sit down and realign your spiritual. И вот бывают такие моменты, You have to realign your focus. когда нужно просто остановиться и настроить свои духовные ориентиры. My car has to be realigned. Вот нужно иногда работать над своей машиной, настраивать ее. My back occasionally has to be realigned. Иногда нужно мне вот лечить свою спину. The Hubble telescope had to be realigned Вот and также refocused. телескоп Хаббла тоже нужно как бы настраивать. And occasionally your spiritual focus must be realigned as well. И свой духовный ориентир нужно настраивать время от времени. My hope is that you'll realign it by looking often at Jesus И Christ. вот я надеюсь, что вы будете настраивать его через то, что будете часто взирать на Иисуса Христа. Now Jesus made it fairly simple. Иисус Христос все устроил очень просто. You remember the situation where the Sadducees came to him and talked about marriage? Вот помните ту ситуацию, когда саддукеи подошли к Иисусу и говорили с ним о браке? Now these people didn't believe in the resurrection. Эти люди не верят в воскресенье. They gave him a question. Suppose there were 7 brothers and that one brother married a woman and he died. Но вот они задают ему вопрос. Говорят, ну представь себе, что было 7 братьев, и один женился на женщине и умер. And they had no children. И не было у них детей. So the second brother married. Вот второй брат женится на ней. They have no children. Снова у них не рождаются дети. He dies. Он тоже умирает. Third brother married her. Третий брат женится. No children. Опять не. He dies. Опять умирает. And on and on and on through the 7 brothers. Снова, и пока не дошли до 7 брата. And their question is, whose wife shall she be in the resurrection? И вот вопрос их был, в воскресенье, чьей женой она будет? And as soon as they got done, the Pharisees decided, well, he answered the Sadducees, we're going to ask him a И question. вот как только они получили ответ, то фарисеи
думают, ну все, им ответили, и мы зададим вопрос. And they said, which command is the best and the greatest? И вот они говорят, а какая заповедь самая великая? You'll recall there were about 613 of them. И вот вы помните, примерно 613 их всего было. Which one's most important? И вот какая из них самая важная? Number 8? Number 8? Может быть, 8-я? Number 42? Может быть, 42-я? 512? Может быть, 120-я? Which one's most important? Какая самая важная? And in answering that question, И вот отвечая на этот вопрос, he used a word that I want you to focus on. он использовал то слово, на которое я хочу, чтобы мы обратили внимание. And the word he used was Слово, которое он использовал, first. это во-первых. I want to run through a few passages here, copy them down. We're not going to say a whole lot about them. И вот я хочу, чтобы мы с вами пересмотрели несколько отрывков. Мы очень вкратце поговорим, мы не будем сконцентрировать внимание на каждом. But in every passage, he says, this is first. Он говорит прежде или во-первых. Look at Matthew chapter 6. Матфея 6 глава. You know the passage. Вы знаете этот отрывок хорошо. No, don't worry about your life. О том, что не переживайте о жизни. Don't worry about what you're going to eat or О том, drink. что вам что есть и во что одеться. But down in verse 33, he Но says в третьем this. стихе, 33 стихе он говорит, Seek first his ищите kingdom же прежде and his Царство righteousness, и правду Его. and all these things will be added to you. И все остальное приложится вам. What's he asking you to do? То есть вот что он у вас просит? He's asking you to refocus. Или что он предлагает? Он предлагает вам Look at what's first and настроить свой important. ориентир, посмотреть на то, что главное по важности. Look at what's first in your life, what your first priority is. Посмотрите на то, что у вас прежде стоит в жизни, какой у вас приоритет. All right, he's not done. Look at chapter 7. И вот 7 глава, потому что он не закончен. This is a context about judging. В контексте здесь говорится о том, что He asked the question, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and don't see the plank in your own? И вот он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. What does he ask you to do first? И вот что он советует делать прежде? First of all, take the plank out of your own eye. Вынь прежде бревно из твоего глаза, Then you can look at the speck in your brother or sister's eye. и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. My young friends, you are about to enter the ministry. Dорогие друзья, скоро вы пойдете и будете заниматься служением. And some of you are already there. И некоторые из вас уже им занимаются. There is no job, no greater job that requires you to look at yourself first than this one. И вот нет никакой другой работы, нет другого занятия, которое требовало бы от вас оценки самого себя прежде. When you get up in the morning, you look at yourself first. Каждый раз, когда просыпаетесь утром, прежде посмотрите на себя. Before you go to somebody else and say, this is your problem, you make sure you don't have the same problem. Перед тем, как пойдете к брату или сестре и будете говорить о его проблеме, посмотрите, нет ли у вас такой And make sure проблемы. you're at peace with God. Посмотрите, видите ли вы с Богом. Look at chapter 5, 5 глава, verse 23. 23 стих. Jesus here says, if you're offering your gift at the altar, and remember that your brother has something against you, you leave your gift at the altar. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой пред жертвенником. And first go and be reconciled to your brother. И пойди прежде примирить с братом твоим. You know what Jesus is saying? То есть, что говорит здесь He's Иисус? saying reconciliation with your brother is more important than worship at that moment. То есть, он говорит, что примирение с братом твоим сейчас гораздо важнее, чем жертвоприношение. You leave the altar. Ты оставь жертвенник, You leave the worship. оставь поклонение And you go be reconciled to your и brother пойди before you примирись worship. со своим братом прежде, чем что-то будешь делать. Matthew 12, Матфея 12 глава, verse 29. 29 стих. Or again, how can anyone enter a strong man's house and carry out his possessions unless he first ties up the strong man? Или кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? You are working in Satan's stronghold here. И мы с вами работаем в доме сатаны фактически. I'm working in Satan's stronghold in Dallas. Я работаю, будучи у себя дома, опять же в том месте, где царствует сатана. He is powerful there as well as he is powerful here.
Он так же силен там, как и здесь. Unless we find a way to bind the strong man, bind Satan, И если мы не сможем связать сильного, we will not be able to be successful. то никакого успеха мы получить не сможем. The book of James tells us how to do that. И в Иакова говорится, как это можно сделать. We submit to God, Мы должны покориться Богу, resist the devil, противостоять and дьяволу, he'll flee from it. и он убежит от нас. So the whole process is there, but that's what you do То first. есть You вот first bind the такой strong man. процесс, но прежде мы должны связать его. Look at Matthew 22. 22 глава. This is the passage in which he deals with the Pharisees. И это тот отрывок, где он общается с фарисеями. Which is the greatest commandment? И вот какая самая великая заповедь? He says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Иисус сказал ему: возлюбите Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. And he says, this is the first and great commandment. И вот он говорит: сия есть первая и наибольшая заповедь. This is the one we need to focus on first. Это та, на которую мы должны обращать внимание прежде всего. Look at chapter 23, Matthew again. Опять же, Матфея, 23 глава. You know Matthew 23, there are the 7 woes against the Pharisees. И вот мы знаем эту главу, потому что здесь 7 предупреждений фарисеям высказывается. Verse 25 seems to indicate that they like to look good on the outside, but were terrible on the inside. И вот 25 стих говорит о том, что они любили выглядеть хорошо внешне, но внутри они были полны чего-то нехорошего. What does Jesus say? И что говорит Иисус? He says, you first clean the inside of the cup, and the outside will be all right. И вот он говорит о том, что прежде очистите внутреннюю часть чаши, чтобы чиста была и внешняя. John chapter 20. Иоанна, 20 глава. This location, this spot, this passage is not something Jesus said, Это не что-то, что говорит сам Иисус, but it's another first that's important. но это еще одно прежде, что имеет большое значение. Verse 19, on the evening of the first day of the week, when the disciples were together, the doors were locked for fear of the Jews. И вот 19 стих. Тот же первый день недели вечером, когда двери были закрыты, где собирались ученики его, от опасения от иудеев. There's something you need to do on the first day of the week. И вот есть что-то, что мы должны делать в первый день недели. First day of the week is the day you meet with your brothers and sisters. Первый день недели – это день, когда мы встречаемся со своими братьями и сестрами. That day is special because you honor the Lord that day. И этот день очень особенный, потому что мы поклоняемся Богу в этот день. You meet with him around the table. То есть мы собираемся с ними вокруг стола. You meet with him and share the Lord's Supper with Мы your с brethren. Господом собираемся вместе, и мы разделяем вот эту вечерю вместе с ним. And you keep the day holy. И этот день мы должны светить. One more first, Matthew 20. И еще одно прежде, это Матфея 20 глава. Again, you know the context. Мы опять же знаем контекст того, о чем говорится. Beginning in verse 20. И вот с 20 стиха начинаем. You know, mom comes to Jesus and said, I'd like for you to make my sons your vice president, your prime minister. И вот мама сыновей Зеведеев приходит к Иисусу и говорит: я хочу, чтобы ты моих сыновей сделал одного вот президентом, другого премьер-министром. Jesus said, you don't know what you're asking. И Иисус говорит: ты не знаешь, что просишь. I can't give that to you. Я не могу тебе это дать. But he does down later on in that passage get to the meat of the problem. Но далее он объясняет, в чем суть проблемы. He uses one more first that we're going to mention today. Он еще говорит об одном прежде, о котором мы поговорим сегодня. He says, whoever wants to be first Кто хочет быть первым в царстве моем, must be your slave. должен стать слугой. My young friends, if you want to be first, И вот, ребята, если вы хотите быть первыми, if you want to be successful, если вы хотите быть успешными, if you want to do the Lord's work in major ways, если вы хотите служить для Господа масштабно, we're all going to have to be willing to be slaves то все мы должны быть готовы стать слугами and do for Him whatever we can do. и делать для Него все, что мы можем делать со своей стороны. And when one is a slave, there's nothing beneath his dignity. И вот если человек является слугой или рабом, то уже нет ничего, что слишком для него плохо, что для него слишком унизительно. Whatever God asks you to do, you do. И если Господь приказал вам делать что-то, делайте. And if you're willing to become His slave, Если вы готовы стать Его рабом. He'll make you first. И тогда Он сделает вас первым. May God bless you Пусть today, Господь вас благословит сегодня, this week, на этой неделе, and throughout your lives. и на протяжении всей вашей жизни. Amen.
Отец Небесный, слава Тебе и хвала. Мы благодарны Тебе, Боже, за любовь Твою и милость, которую Ты явил нам через Сына Твоего Иисуса. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты хранишь и заботишься о нас по Слову Своему. Дай нам всегда, Господь, не забывать и помнить об этом, какой ценой мы были куплены для Царства Твоего. Благодарны Тебе, Господь, за прекрасное Слово. Благодарны за то, что, Господь, Ты через Слово Свое касаешься наших сердец, Боже. Пусть оно приносит плоды в нашей жизни, Господь, и в жизни тех людей, которым мы будем сеять это Слово. Благослови, Господь, наших братьев, благослови Джейдона, наведи, Господь, они сегодня улетают. Храни их в пути, Господь, и сохрани их, Господь, до нашей новой встречи. Мы молим Тебя об этом. Также, Господи, мы просим, благослови сегодняшние тесты, Боже, дай нам хорошей памяти, ответственности, Господь, и не возлагать все на Тебя, Господь, а принимать на себя решение, Боже. Также благослови, Господь, нас везде быть верными Тебе, храни в чистоте, святости и от всякого рода зла. Во имя Иисуса мы Тебе молились. Аминь. Аминь.